Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы с вами поделимся актуальной информацией на 11 ноября. Поговорим о празднике, который всех нас ждет, поговорим о самых строгих запретах на этот день, также поговорим, какие вещи ни в коем случае нельзя надевать, чтобы не накликать 100 бед. Ну и как всегда, по традиции мы уделим внимание лунному календарю, поэтому обязательно досмотрите это видео до конца. Много полезной, важной и интересной информации для вас. А прямо сейчас подпишитесь на канал Эзотерика для тебя, проверьте, что был включен колокольчик и все уведомления. Обязательно каждый день заходите на канал Эзотерика для тебя, здесь много полезной, важной и интересной информации. Также, друзья, обязательно ставьте лайк этому видео, таким образом вы распространяете это видео, и как можно больше людей узнает об этом видео, и обязательно сами поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. Пусть они также знают об этой важной и ценной информации. Итак, друзья, сегодня у нас с вами народные приметы на 11 ноября. И 11 ноября наши предки отмечали народно-христианское торжество Авраамии Овчар и Анастасии Овечницы. Итак, в народном календаре наступал день Анастасии Овечницы, и святую наши предки считали покровительницей овец, и традиционно в это время начинали стричь этих животных. Но делать этого было нельзя, не вложив предварительно в ножницы клочок их шерсти. Считалось, что в противном случае можно было разозлить нечистую силу. А вот в церквях в этот день вспоминают святых Авраамия Ростовского и Анастасию Римлянину. В народе их считали заступниками овчаров и овец и справляли в честь них пастуший праздник. Пастухи в этот день в овчарнях вешали икону святой Анастасии, которую поутру носили в церковь, чтобы освятить святой водой. Считалось, что она защитит овец от волков. С 11 ноября на севере начиналась овечья стрижка, на юге, напротив, ее сегодня уже заканчивали. Было принято этим вечером собираться старикам вместе с ребятней в одной комнате и загадывать им загадки про овец. Кто больше отгадает, тот сладость в подарок получал. Женщины 11 ноября приступали к прядению овечьей шерсти, из которой потом вязали варежки, носки или теплую материю для шитья зимних вещей. А вот рожденный 11 ноября считался, что будет хорошим пастухом или ветеринаром. Его будут очень любить животные. Люди, появившиеся на свет в этот день, проживут долгую жизнь. В качестве талисмана им подходит янтарь. Также в этот день, 11 ноября, были и особые запреты, которые наши предки старались соблюдать. И, как мы уже говорили, 11 ноября по народному календарю этот день называли днем Анастасии Овечницы и Авраамия Овчара, когда праздновали именно пастуший праздник. Поэтому и сегодня напоминают нам старинные приметы о том, что в этот день нельзя с неуважением относиться к пастухам, а также с ними спорить и тем более скандалить. Хозяин овец 11 ноября должен был устроить для пастуха пышное застолье с пирогами, овечьим или козьим сыром, а также сделать ему денежный подарок. Тогда овцы будут целыми и невредимыми. Накрывать праздничные столы в день Авраамия Овчара должны только были замужние женщины. Если же этим займется девушка на выданье, то еще год не найдет себе жениха. Вечером 11 ноября нельзя было проводить в одиночестве или с незнакомцами. Это верная примета крупной ссоры с родственниками или большого несчастья.
В день Анастасии Овечницы и Авраамия Овчара нужно собраться за праздничным столом вместе с родными, близкими, чтобы поговорить, рассказать о своей жизни, поделиться всякими горестями и радостями. Тогда семья весь год будет крепкой и дружной. Не рекомендуется 11 ноября женщинам ходить с голой шеей. Им сегодня надо было украсить коралловыми бусами. И тогда это обеспечивало счастье и удачу, при этом не только в карьере, но и в делах любовных. Вечером бусы следует было повесить на видное место, чтобы защитить дом от нечисти, а после промыть под проточной водой и спрятать. В день Авраамия нельзя оставлять ребенка было дома одного, потому что считалось, что может нечисть явиться и сильно напугать малыша. Нельзя было и 11 ноября надевать вещи из овечьей шерсти. Считали наши предки, что так можно накликать на себя 100 бед. Зато их можно вывесить на улицу, чтобы проветрились. И тогда в будущем они смогут исцелить от многих болезней, при этом не только физических, но и душевных. Нельзя, чтобы в день Анастасии Овечницы и Авраамия Овчара в дом, где есть младенец, приходил незнакомец или незнакомцы, иначе малыш станет беспокойным и по ночам будет плохо спать. Поэтому, даже если произошла какая-то поломка, вам лучше вызвать, например, для устранения той или иной проблемы, поломки на другой день, для того, чтобы вот люди, которые не знакомы для вас, не приходили именно в этот день. И именно сегодня, 11 ноября, вы можете защититься от зависти и злого глаза. Что мы делаем? Для этого уже вечером 11 ноября перед сном налейте воды в стакан. И вот на этот стакан шепотом скажите следующие слова. Вода водится, вода крещенная, вода святая, Богом благословенная, Святым Духом. Меня осени, спаси, благослови, от недругов защити, да будет дом мой чист, душа светла, прочь пойдут сатанинские дела. Я молитву творю, у Господа защиты прошу. Господь мне внимает, меня защищает, спасает и обороняет. Аминь. После этого выпиваете водичку и ложитесь спать. Обращаем ваше внимание, что уже до утра нельзя будет ни с кем разговаривать. Поэтому перед тем, как это говорить, вы должны быть уверены, что вы уже ни с кем не будете говорить из домочадцев, в том числе и по телефону. Ну, а далее, друзья, у нас с вами уже лунный календарь на 11 ноября 2021 года. Сегодня 7 и 8 лунный день. Растущая луна в знаке зодиака Водолей. Вы знаете, сегодня, наверное, один из самых удачных дней для работы и для бизнеса. Хотя следует и то, что сегодня день в какой-то степени такой, знаете, будет провокационный. Сегодня можно буквально свернуть горы. Слова, как никогда, сегодня обретают свою магическую силу. Вся окружающая природа очень чутко сегодня откликается на каждое слово, даже если вы случайно его скажете. Возможно, все сказанное притворится в жизнь, и хорошее, и плохое, а все пожелания вслух себе и окружающим обязательно осуществятся. Помните, что зло сегодня особенно наказуемо, поэтому употребляйте слова и выражения очень осторожно. Сказанное дурное пожелание непременно вернется бумерангом. Считается, что сегодня удача сопутствует только мудрым и справедливым людям. Этот день является энергетическим пиком, наивысшей точкой развития, эволюции и самосовершенствования. Если сосредоточиться, то вы можете почувствовать сегодня небывалый подъем всех своих душевных и физических сил. И теперь главное мудро реализовать их, направить всю энергию на созидание того фундамента, вот той основы, которую можно будет ощутить под ногами в самые трудные моменты своей жизни.
Пора воплощать в жизнь хороший проект, давно задуманное дело, на которое раньше у вас просто, скорее всего, не хватало решимости. И, друзья, сегодняшний день дает возможность увеличить свое присутствие в мире. Вы можете сегодня передать кому-то свои знания, получить или оставить даже хорошее наследство. Особое внимание уделяйте различным заведениям, благотворительным организациям, открытию чего-то нового в жизни или для своей дружбы. Рутинная работа сегодня будет плохо ладиться. Решение для обыденных проблем будет также даваться трудно. Нужно больше времени сегодня отдавать новому, необычному и интересному. Будет полезным, если вы будете стараться ориентироваться на свое будущее, но желательно реально давать оценку вашим возможностям и шансам. Не давайте брать верх воображению. У вас появится время обдумать все, прежде чем что-то высказать. Планета в таком знаке зодиака приносит различные сюрпризы, неожиданности, встречи с разными людьми. Особенно происходит повышение вероятности поломок электрооборудования, бытовой техники и сбоев связи. Поэтому попробуйте уделить внимание хорошим вкусам и ароматам, а также макияжу. И постарайтесь сегодня поднимать себе настроение. Вы знаете, сегодня, 11 ноября, это день очень активный и удачный именно для людей честных и порядочных. День хорош также для новых приобретений, потому что покупка, сделанная сегодня, принесет вам радость и удовлетворение. Более того, вполне вероятно, что ваша сегодняшняя молитва будет услышана. Во второй половине этого дня особенно необходима будет собранность, организованность, ответственность, чтобы усилить те посылы, которые не получилось у вас сделать в первой половине дня. Что же касается бизнеса и денег, то партнеры сегодня доверяют, и есть даже вероятность найти новых клиентов, помощников, а также покровителей в свою жизнь. Самое время для сдачи и налогового отчета. Предпочтительно иметь дело только сегодня лучше всего с высокопоставленными государственными чиновниками. Все проблемы решатся благополучно. Борцов за справедливость сегодня ждет успех. Луна будет на вашей стороне. Также это успешное время для проведения переговоров, установления новых связей, проведения собеседований, конференций, рекламных и агитационных кампаний, то есть благоприятное время для всех мероприятий, связанных с силой и энергией слов. Не забудьте сегодня похвалить работников своей компании. Это пойдет на пользу общему делу. Предприятия будут процветать и повысится сегодня производительность. И атмосфера в коллективе также будет сегодня дружественная. Что же касательно стрижки волос, то Луна у нас входит в растущую фазу, достаточно активную, поэтому волосы сегодня у нас быстро растут, но делать стрижку сегодня не рекомендуется. Вашей внешности ничего не грозит, но здоровье может быть ослаблено. С другой стороны, эта процедура поможет вам раскрыть в себе интуицию или даже увидеть вещий сон. Что же касательно окраски волос, то окраска волос повысит вашу притягательность. И что же касательно прически, то сегодня лучшим решением будет порадовать себя и своего мужчину легкими завитыми локонами. Вы удивитесь, но именно кудрявые волосы принесут вам удачу, повысят сегодня стрессоустойчивость и увеличат количество энергии. И это именно усилит энергетику природы. Вот, друзья, с вами у нас такой день 11 ноября. Обращаем ваше внимание, что день достаточно плодотворный, интересный. Главное, берите жар-птицу за хвост и двигайтесь по своей дороге.